Медведи представляют целое семейство, состоящее из отряда хищных животных. Медведи отличаются от своих псообразных сородичей достаточно коренастым и хорошо развитым физически телом. Медведи считаются одними из самых больших хищных зверей, которые обитают на нашей планете. Взрослые белые медведи, например, вырастают в длину до 3 метров и весят при этом почти 900 килограммов. Малайские медведи, наоборот, представляют самых мелких представителей данного семейства, поскольку вырастают в длину всего до 1,5 метров и весят всего чуть больше 60 килограммов. Когда Кори Хэнкок решил спасти этого медведя, он рисковал быть убитым медведицей или загреметь в тюрьму. Но он не думал о последствиях и сделал это, так как состояние этого мишутки было просто ужасным. Позднее мужчина рассказал все обстоятельства столь необычного дня. Он вспоминал, что клев был очень слабым, за все утро ему удалось поймать лишь несколько небольших рыб, а дома на делянке его ждала семья, поэтому без улова он не хотел возвращаться. Когда я подхватил детеныша и побежал, это было ужасно рискованно, пишет Кори на своей странице в Фейсбуке. По сути, я рисковал своей жизнью. Рыбак быстро шагнул в воду, 2 прыжками оказался рядом с медвежонком и подхватил его на руки, вытащив его на берег. Спаситель зверька сразу же отпустил его, при этом оглядываясь в поиске медведицы. Ее поблизости не оказалось, а медвежонок хорошо встряхнулся и убежал в заросли, чтобы помочь малышу. Кори увидел, как на тропинке в одиночестве погибает медвежонок, когда катался в горах в штате Орегона. Он лежал на спине в 2 шагах от тропинки, вспоминает Кори, казалось, он был мертв, его губы были синие, глаза открыты, но туманы. Дождь падал на его живот, но я увидел легкое дыхание. 41-летний рыбак Кори полагал, что неподалеку бродит мама-медведица и стал наблюдать из-за дерева, жив малыш или уже нет. Шли минуты, и дождь заливал его тело, пишет Кори, пару раз он дернул лапами, и это было единственным доказательством, что животное еще живо. Но я знал, что долго в этих условиях оно не протянет. Кори объясняет, что много времени проводил на дикой природе и он в курсе, что в ее законы вмешиваться нельзя. Но это была нетипичная ситуация, медвежонок был настолько изможденным, что не было сомнения, что он провел без еды не один день. Благодаря своим познаниям в животном мире, Кори вспомнил, что бурые медведи чуют запах человека за 500 ярдов. Это означало только одно: мама-медведица точно знает, что Кори здесь. Выбора не было, чтобы оставить это существо погибать в лесу, и парень решился. Я подумал о своем сынишке, а этот Мишка был так похож на младенца. Неужели мне нужно было остаться стоять, наблюдая, как животное погибает под струями дождя? Нет, я должен был что-то сделать. Он решил что-то предпринять. Кинувшись к малышу, он закутал в его свою куртку и что есть мочи побежал к машине, которая находилась на расстоянии мили от этого места. Все время он чувствовал приближение матери и оттого бежал еще быстрее. Он даже сделал ему искусственное дыхание и сразу же уехал из гор. Как только появилась мобильная связь, он тут же кинул запрос друзьям, чтобы они помогли найти поблизости ветеринарную службу. Когда, наконец, он нашел ветлечебницу, он доставил туда Мишутку, которого назвали Элкхорн в честь того места, где он был спасен добрым парнем. Мужчина пожал плечами и вернулся к рыбалке. Клёва не было. Через час рыбак начал собираться домой, повернулся к берегу и замер в ужасе, перед ним стояла огромная медведица. Она в оба глаза рассматривала рыбака, потом кивнула вниз. Рыбак с удивлением понял, что у лап животного лежат несколько крупных форелей. Видимо, медведица решила отблагодарить человека, спасшего ее дитя от неминуемой гибели, хотя это и кажется несвойственным для животных. В ветеринарной клинике малыша удалось реанимировать, и на следующий же день он пошел на поправку. Представитель фонда дикой природы сообщает изданию, что людям не стоит полагать, что маленький детеныш остался сиротой, если они не увидели умирающую мать. В дикой природе детенышам иногда свойственно оставаться в одиночестве. Кори мог быть оштрафован на $6000 или даже заключен в тюрьму за то, что вырвал дикое животное из среды своего обитания, но власти штата пошли к нему навстречу из-за сопутствующих обстоятельств. «Я рад, что Элкхорн выжил и будет жить где-то среди нас», добавляет Кори, «и если вдруг я еще увижу что-то подобное, я поступлю точно так же. И многие из вас тоже, я уверен». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.